Приветствую. Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube-канал Видоврата. И мы продолжаем наши выпуски, видео, э, которые мы назвали циклом про книгу Брихат Самхита. Можно сказать другими словами, цикл видео на тему «Книга Брихат Самхита как источник знаний ведической астрологии Джотиш». И напомню, у нас была серия видео о грахах, и мы рассмотрели все грахи, это где-то 10 видео. У нас была серия видео о пхавах, и мы рассмотрели все пхавы, это тоже где-то около 10 видео. У нас было 6 видео про раши, так называемые знаки сирийского зодиака, и мы рассмотрели первые 6 раши. И по просьбах наших подписчиков, зрителей, вот мы прерываем как бы рассмотрение раши и приходим к отдельной теме, которую можно назвать как знамения, предзнаменования, приметы, знаки, указания высших сил. И на санскрите это называется нимитта или шакуна. Итак, в этом цикле о книге Брихат Самхита автора Вараха Михиры мы начинаем новую серию. Ну, можно назвать ее так. Предзнаменования, знамения, приметы, знаки высших сил в книге Брихат Самхита. И первое наше вводное занятие, я расскажу о том, что такое знамения, предзнаменования, приметы, чем они отличаются, и чем отличается шакуна от нимиты. И второе вводное занятие будет, мы рассмотрим текст книги Брихат Самхита в лингвистическом, статистическом анализе, исследуем, о чем там говорится больше всего. О грахах, о накшатрах, о знамениях, о физиогномике или о животных или о чем-то еще. Это будет очень интересно и будет много открытий, как всегда. Что-то казалось нам сначала одним, а на самом деле оно окажется совсем другим. Итак, примета, знамение, предзнаменование, предвестие, знак, в смысле как указание высших сил, это вроде бы похожие слова, но они отличаются по смыслу, по содержанию и по применению. Сначала найдем, как всегда, очень издалека. Почему работают знамения, предвестия, почему приметы имеют смысл, если это проверенные знаниями, опытом, мудростью народа указания. Потому что с точки зрения философии, как восточной, так и западной, с точки зрения космологии, космогении, и если в этих слова пугают, ну, с точки зрения принципов, потому как построена Вселенная, в мироздании есть некоторые законы. И один из законов – это закон взаимосвязи явлений и событий во Вселенной. То есть, ну, можно это объяснить как бы более простыми. Вот, как это объяснить ребенку? Вселенная – это живая система. Она система, то есть это как организм, да, система латинское слово, хотя оно идет из греческого. Организм греческое слово. Это единое целое, единый организм. И как в нашем организме все взаимосвязано, так и в государственной системе все взаимосвязано, так и во Вселенной, ну, как бы не все совсем, но есть очень многообразное, бесконечное количество взаимосвязей. И многие из этих связей, они причинно-следственные. Вот, сейчас я скажу сложные философские термины. Вот, причинность или каузальность. Кауза – это причина на английском cause и на латыни кауза. То есть есть связь между источником и проявлениями, между причиной и следствием, между действием и его ну, продолжениями, проявлениями, последствиями. Вот. И наоборот, если мы знаем последствия, то благодаря противоположности причинности обусловленности мы можем найти, почему это произошло, какие факторы причины вызвали одно или несколько последствий и результатов. Если мы это понимаем как вот закон причины и следствия,
закон кармы, закон действия, ответственности за него. Вот тогда мы говорим, что Вселенная — это целостный единый организм, живая система, где есть много взаимосвязей. Вот, и эти взаимосвязи, если они причинно-следственные, они нам позволяют из причины увидеть следствие. То есть есть мета как есть то, что она указывает. Вот. В контексте философии означает, что изменения в невидимой, в непроявленной, в абсолютной, божественной, тонкой, космической или небесной сфере потом проявятся в видимой, материальной, земной, проявленной, абсолютном мире, материальной реальности. И многие науки, да, и там варианты гадания, приметы народные, народная мудрость, сонники, если они правильно сделаны, это поиск вот этих причинно-следственных взаимосвязей. Что-то приснилось, что-то произойдет. Кого-то встретил, будут такие последствия. Что-то упало, разбилось, нашлось, потерялось. Это может быть что-то указание. И в контексте Самхита Джотиша и книги Бриха Самхита Вараха Михрия говорит, что с помощью этих, там английское слово «омен» и «немита» на санскрите, знаков, указаний, знамений, предвесть, высшие силы, например, девы, боги, и деваты, божества, или грахи, как высшие силы, силы жизни, они хотят людям что-то подсказать, указать, предупредить о хорошем или о плохом. И теперь разберем, чем отличается знамение от предзнаменования и от приметы. Знамение, и на латыни это сингус, а на английском sign. Это знак как символ, который является предвестием. В основном это что-то касается высших ценностей, высших смыслов, что-то сакральное, духовное, религиозное или что-то глобальное, то, что касается государства, страны, правителя. То есть это знамение, знак как символ и является проявлением воли высших сил, божественных сил, небесных сил, то есть небо с большой буквы. Можно сказать кратко, что знамение — это знак свыше. Во-первых, оно утверждает, что событие произойдет, потому что высшие силы лучше знают, что будет. И во-вторых, у него есть желание помочь. Высшие силы у этого знака. Она стремится нас предупредить. И эти знамения описаны в исторических различных текстах. Какое-то видение, явление кометы или другое появление на небе, оно чаще всего указывало тому, кто брал ответственность, допустим, правителю или какому-то другому субъекту, актору, действующему, на то, что высшие силы хотят ему о чем-то предупредить или что-то сказать. Предзнаменование — это как бы знание о будущем в настоящем. Это проявление соединенности времени. То есть, другими словами, предзнаменование — это отражение в настоящем того, что произойдет в будущем. Вот. И оно уже не касается чего-то сакрального, духовного, там, божественного, религиозного. Это в основном оно является, как бы личным или хотя бы общественным. На примерах это более понятно, но, допустим, вот если портрет правителя упал, то это плохое предзнаменование. Может быть, он заболеет, может быть, умрет, может, его свергнут, может, он идет в экзиль, то есть идет, в изгнание, да? Вот. И мы помним эти примеры с падением предметов на правителя, венками и так далее. И последняя примета — это то, что больше всего известно людям, это то, что в основном распространено в народной творчестве, в фольклоре, в традициях, в обрядах, в обрядности, в ритуалах, в бытовом или хозяйственном смысле. Поэтому примета — это обычно повседневное, например, бытовое или хозяйственное явление, которое указывает некоторые последствия. И оно основано либо на древней мудрости, это кто-то за нас наблюдал в прошлом, мудрость народа, либо на личных наблюдениях какого-то человека, который занимается этими приметами,
либо это больше как бы уже математическая статистика, повторяется, да, как вот было у Жванецкого, да, всегда беру желтый портфель, потому что если его не возьму, то будет неудачное выступление. Это статистическая повторяемость. Вот. И обычно это связано с чем-то, ну, обычным, повседневным. Допустим, бытовые процессы, домашние дела, да, падение какого-то домашнего предмета, разбивание там посуды или чего-то другого. Потом это то, что наша повседневная, как погода, метеорология. То есть дождь, туман, ветер, изменение погоды, радуга, гроза, гром вместе или отдельно, там дым, да, из трубы. Это обычные погодные, как я сказал, воздушные, метеорологические, атмосферные явления. Э, Они тоже могут быть приметами, если у нас есть понимание взаимосвязей. Вот. И приметами являются естественные, нет, природные, либо естественные, либо неестественные знаки. То есть естественный знак, допустим, встретить черную кошку, потому что вот у меня на микрорайоне очень много котов, и большинство из них черные. И какой-то неестественный знак встретить в городе верблюда, да, или кого мы не ожидаем встретить в городе, в отличие от кошки. Вот. И примета — это как бы причина и следствие. Если это А, то вот это Б. Почему? Потому что Вселенная — единый организм. Ну и приметы я не буду приводить, да. Ну, там, а, рассыпать соль, передавать через порог, возвращаться, что-то забыл, да. Птица пометила там человека или машину, или какой-то предмет. Вот. И эти приметы многие связаны э, с некоторыми ритуалами. Допустим, найти подкову, и тогда нужно ее прибить или куда-то положить в какое-то место над входом. Вот. И есть даже приметы как указания. Допустим, перед путешествием, даже небольшой поездкой, нужно присесть на дорогу, то есть присесть на хорошую дорогу. Вот вы уже собрались, собираетесь выходить, не выходите. Сядьте, посидите с закрытыми глазами, может, помедитируйте, может, помолитесь. Вот. Несколько минут, 2-3 минуты. Негде присесть, садитесь прямо на пол в коридоре или что у вас там. Вот. Поэтому приметы, они иногда переходят из прогнозирования в рекомендации и ритуалы. И на опыте мы знаем, что не работают. И кто-то их считает суевериями, а кто-то считает народной мудростью. Это решать вам. Далее, в контексте Джотиша в целом знамения называются нимита, и мы подробнее разберем, что такое нимита. Главное, что если мы понимаем, как слово переводится, можно понять, как его применять. Нимита означает причина, которая вызывает последствия. Знак, как то, что что-то показывает, и э, значимое указание, то есть значение события, значимость события, ну, показательность, указательность. Вот. И в контексте Самхита Джотиша, то есть того раздела, который занимается книга Брихат Самхита, э, нимита — это, в общем, любое знамение, независимо от того источника. Поэтому нимита — это более широкое понятие. А шакуна — это раздел нимиты, это частное понятие. И что интересно, у нас как бы нет науки, которая занимается знамениями или приметами. А вот в Древнем Риме была авгурия или аугурия. Иногда говорят авгури. Это от латинского слова аугуриум. Это было древнее римское искусство предсказания воли богов, то есть указания высших сил, основанное на наблюдениями, которые считались знамениями. Допустим, птицы, их полет, крики. Потом это распространилось не только на птиц, а на других животных, потом на другие природные явления, молнии и другие указания. И таким образом, э, ну, как бы в Древнем Риме, да, в латинской традиции или античной была наука Авгурия. Э, в контексте Джотиша и книги Брихасамхита это Шакуна Шастра. Вот. И что интересно, э, больше всего указаний в книге Брихасамхита основаны
наблюдением за птицами. То же самое в Древнем Риме, в этой науке Авгурия, большинство указаний были связаны с э, наблюдением за птицами как, ну, знамениями. Потому что птицы, они находятся не в земном, не в водном, не в огненной, не в воздушной среде, а в эфирной среде. И их пение — это звуки, а звуки — это акаша татва. Это то, что передается через пространство, через эфир. Поэтому птицы, они наиболее близки к высшим силам по сравнению с 5 средами, в которых живут люди, животные и все остальные существа. А, ну, более подробно можно прочитать в книге. Значит, ведическая философская основа того, почему работает книга «Знамения» в книге Брихат-самхита и приметы, если они правильные. То есть в ведической литературе есть много ключевых фраз. Они показывают об этой взаимосвязи явлений в мироздании, наличии в них природно-следственных связей. Вот. И, допустим, Шива Самхита, такой текст во 2 главе, или Вишвасара Тантра на санскрите дают некоторый закон, такой афоризм, да? Ядха пинде, тадха брахманде. Это можно привести многими вариантами, как почти все фразы и слова в санскрите. Можно привести как бы дословно. То, что в теле, то и во Вселенной. То есть то, что в теле человека, в организме, в индивиде, то находится и в космическом масштабе. Есть такая фраза, она, скорее всего, из латыни, что в микрокосме, так и в макрокосме. Вот. В Катха Упанишад есть подобная фраза, которую часто приводил Махариши Махеш Йоги. Анор Аниян, Махато Махиян. Э, Наименьшее подобно наибольшему. Это буквальный перевод. То, что является самым меньшим, оно такое же, как то, что является самым большим. Вот. То, что происходит и в минимальных, как бы, ну, частях, фракталах Вселенной, подобное происходит и в глобальной Вселенной. То есть атман подобен брахману, это следствие из этого закона. Э, Там дух, сознание человека подобно духу, сознанию Бога. То есть это в какой-то мере фрактальность мироздания. И ну, иногда это приводит к каким-то восточным формулировкам, что внизу, то и вверху. Но внизу и вверху имеется в виду макрокосм и микрокосм. Таким образом, философская основа Нимита Шастры, как науки о предзнаменованиях и знамениях, говорит о том, что само знамение не вызывает события. Вот у нас был отдельный курс а, по Граха Данна, Граха Шанти и Грахи Упая. И мы хотели найти взаимосвязь, почему, допустим, применение какого-то цвета должно быть подношением данной некоторой грахе. Почему какие-то действия являются граха шанти, то есть дают гармонизацию так называемую, то есть милость, благосклонность грахи к высшей силы. И оно основано на этом принципе взаимосвязи. Вот, поэтому знамение взаимосвязано. Оно показывает взаимосвязь того, что мы видим как указание, и того, что происходит. Вот на примере, который уже как бы стал банальным, когда ласточки летают низко, они сами дождь не вызывают. Происходит некоторое изменение в мироздании. Природа в конкретном месте знает, что будет дождь, и на это реагируют некоторые живые существа, например, птицы. Они летают по-другому. Мы за этим наблюдаем, но само знамение, как вот полет птицы, не вызывает результат. Оно является указателем, индикатором, сигналом, что что-то происходит в мироздании. И как вот мы делим мироздание на
э, Яву, Наву и Праву, да, Навь, Явь, Правь. Также мы в ведической традиции разделяем мироздание на 3 локи, на 3 мира. Небесный мир, земной мир и мир между небом и землей. Вот. На основании этого фундаментального деления это не планы бытия, потому что планов бытия м, больше, чем 3, да, 7 как минимум, сапталока. А это 3 лока, не сапталока. То есть есть небесный мир, земной мир и мир между небом и землей. На основании этого третичного деления затмение, знамения, указания и в книге Брихат-самхита, и в целом в науке Самхита-шастра делятся на 3 типа. Первый называется э, дивья нимита. Дивья — это прилагательное слово дева, а дева — это небесное существо, небесное явление, небесное создание, небесная сущность. Это Бог, божество, дева. Вот, поэтому дивья нимита — это небесные знамения, они и находятся в дальнем небе, то есть не в метеорологическом, а в дальнем небе. И связаны с небесными сущностями, то есть девами, богами, и отражают небесные изменения. Допустим, грахи находятся в дальнем небе. Это астрономическое явление. Там же находятся накшатры, раши, метеоры, кометы. Вот, поэтому дивья нимита, небесные знамения, то есть божественные знаки, они в основном связаны с высшими силами. Грахи тоже являются девами, то есть богами, как некоторые думают наоборот, а не так, как некоторые думают. Вот, и связаны с изменениями. Движение Грах, отраженное движением планет, это тоже изменение в небесной сфере. Вот. И в контексте карты рождения важно положение Грахи в Бхаве и движение через Раши. В контексте Самхита Джотиша, то есть глобального, соединенного, всеобщего Джотиша, более важнее движение Грах через Накшатры. Вот. И помимо движения Грах через Накшатры, состояние Грах, эм, ну, как бы представители дивья нимита, небесных знамений, это затмение, потом некоторая комбинация планет, когда они приходят в столкновение. Иногда в войну, иногда, ну, просто в столкновение. Это Граха-Юдха. Часто приводят как война Грах, война планет. Но иногда это столкновение как вот встреча без конфликта. Кометы, метеоры, вот, и аномальные неприродные явления астрономические. То есть отсутствие света Луны или Солнца, неестественный цвет планеты, Солнца, Луны или какого-то другого явления. Потом там вот такие гало, то есть ореолы вокруг объекта в небе и другие явления. И они глобальные и по местонахождению, и по влиянию. Они в основном влияют на правителей, то есть царей, королей, правительства, вот, на страну в целом, на ее экономику. И если это не благотворное, это может быть указание там войны или эпидемии. Второй тип нимитта. Антарикша. Это то, что находится ну, в воздухе. Не в Акаше, не в космосе, но и не на Земле. Это то, что мы называем атмосферные метеорологические явления, которые являются знамениями. Это пространство между небом и землей. И что мы там видим? Облака, и очень много есть указаний, связанных с облаками. Потом радуга, да, она бывает и нормальной, и ненормальной. То есть ненормальная не такого цвета в ночное время, когда нет света солнца, или она возникла без дождя, вот, и там гром в облаках, или неестественный цвет неба, допустим, там кровавый цвет неба в каком-то направлении. Они менее глобальны, они как бы указывают на
ну, то, что связано с атмосферой и метеорологией. Допустим, изменение погоды, хорошую либо плохую погоду. Тогда это было важно, потому что если была плохая погода, нет дождей, то не было урожая, в стране мог быть голод и большая смертность, мор. Вот. Ну и общественные явления, то есть уже не в государственном масштабе, а в общественном масштабе. И самый как бы приземленный, да, это пхаумья немита. А, Пхаумья — это прилагательное от слова пхума. Пхума — это земля, а пхаумья — это земные. Земные — те, которые находятся на земле, там, где мы живем. То есть наземные, земные явления, которые являются предзнаменованиями и приметами. На земле находятся, как мы уже сказали, птицы и другие животные, и особенность их поведения описана в книге Приказ Самхита как предвестие или знак. И важно там, какая птица издает звуки, какие звуки, в каком направлении, какое время суток, в какой день недели и так далее. И на Земле находятся те вещи, которые созданы человеком. И, допустим, это мурти или пратима. Как-то сказать, чтобы слово идол не употреблять. Ну, мурти или пратима — это образ высшей силы, образ Бога или божества. Например, изображение или скульптура, то есть образ вот в высшем смысле, который можно писать большой буквы. Вот, если оно есть какое-то аномальное поведение, оно там упало, треснуло, сломалось, там появилась жидкость или влага, то это необычное явление, оно является указанием. Чаще всего неблагоприятно. Вот, на Земле находится сама Земля и ее трясение. Это бывает землетрясение или просто там вибрирование почвы или какие-то там расщелины, появление Земли, сгорбленная Земли. То есть неестественное поведение грунта, который тоже является Землей. Вот. И на Земле находимся мы, люди, поэтому вот этот третий тип касается большого количества знамений, связанных с человеком. И там есть физиогномика, и как это еще правильно сказать, ну, анговидия, наука, изучающая тело, его органы, его части. Движение частей тела, подергивание, там, зуд, покраснение, побеление, появление прыща или пятна, язвочки на теле. э, м, Это может быть знамением. Если это появилось, то это знамение, которое касается какого-то надвигающегося времени. Ну, как бы связанное со временем, да, как вот предвестие. Но у человека бывает уже врожденные качества его тела. Это тоже анговидия, это знание будущего человека по его телу. То есть там он, ну, по особенностям его тела можно предсказывать его судьбу. Это тоже не мита, но не в контексте времени, а в контексте чтения тела. То есть наука чтения тела по его качественным характеристикам предсказывать судьбу человека. Анговидия. Далее. Ну, Брихат Самхита показывает важность понимания всех трех типов нимита и говорит о том, что э, Джотишака или Джотиши, то есть ведический астролог, должен быть всегда внимателен к нимитам, то есть к знамениям, знакам. И это может быть указанием о том, что не нужно проводить консультацию, не нужно составлять карту рождения, или наоборот, нужно это делать. Кроме того, там подчеркивается, что если э, астролог делает карту прашна, да, прашна кундали, то есть карту вопроса, запроса, обращения вопрошающего, не карту рождения, вот, нужно быть особенно внимательным к нимитам, то есть знамениям, указаниям высших сил. И благоприятные, допустим, там свадебная церемония, приятные звуки, звук колокола, да, или звук духовного ритуала, приятное птение птиц, какие-то приятные звуки, да, утвердительное слово. Вот это положительная немита, и она бывает даже важнее, чем то, что показано прашна кундале.
Таким образом, вот нужно проникнуться важностью знамений, и иногда то, что указывает Прашна Кундали, как карта вопроса, запроса, обращения, события, может быть менее важно, чем то знамение, которое астролог, то есть Джатишака, получил от высших сил во время составления карты, консультирования или другом процессе, связанном с поиском ответа на вопрос. М. Э, Если немита — это шакуна, то есть поведение птицы или другого животного, то есть как бы систематический анализ, да, системная интерпретация. И есть много факторов, которые нужно учесть. Допустим, приятный, давайте это пока не будем. Есть 8 главных факторов, которые нужно обязательно учитывать, если Джотишака, то есть ведический астролог, эм, некоторое явление считает знамение. Во-первых, нужно отметить, в каком направлении это было. Направление имеется в виду 8 сторон горизонта, или, как называют еще, 8 сторон света. То есть 8 главных направлений. Север-юг, восток-запад и промежуточное между ними. Потом важно место. И место там высокое, низкое, там благоприятное, неблагоприятное. Если это животное, там оно на земле, на дереве, в воде, в воздухе. То есть место, дэша на санскрите, имеет большое значение, и есть критерии, как оценивать их. Потом движение. Очевидно, что движение по часовой благоприятное, против часовой стрелки неблагоприятное. Движение направо благоприятное, налево неблагоприятное. Вот это касается многих движений, то есть и важно не только то, что черная кошка перешла дорогу, а еще в каком направлении, да? Вот звуки. Есть объективные критерии, субъективные. Субъективный критерий понятен. Приятные звуки — это благоприятное знамение, неприятные звуки пагубное знамение. Вот. Потом имеют значение 4 фактора, которые связаны уже с м, ну, джотишем, астрологией. То есть важно, в какой день недели это произошло, в какой накшатре была чандра, какая это была мухурта, то есть получас суток, вот, под чьим управлением и какое время суток, да, и какая была лагна, то есть восходящий раш. Вот. Это обязательные 8 критерий, но есть дополнительные и как бы индивидуальные для разных типов животных и ситуаций. И м, на этом будем сегодня завершать. Я скажу, что будет во втором видении, да, в продолжении этого видео. Вот. Если взять книгу, в ней есть указатель, индекс его еще называют. И там перечислены все термины, все слова, все фразы. Ну, термины, да, по-другому не скажешь, потому что это может быть одно слово, а может быть несколько. Вот. И если посмотреть в указатель, то чаще всего в указателе встречается слово «женщина». То есть 154 раза — это не количество слова «женщина» в книге, а это строк. 154 строки в указателе, индексе, где есть цитата из книги, это отсылка к шлоке, к строфе, где что-то говорится о женщине. То есть предсказания для женщины, предсказания для ее брака, описание ее характеристик, советы, как там себя украшать, как себя вести, как относиться к женщинам и так далее. Вот. И для чего это было сделано? Э, мы сделали статистический анализ, вот, и начнем делать отдельные выпуски о том, что есть в книге Брихат Самхита, как бы в порядке приоритетности. Вот какие там больше терминов, то есть слов или фраз упоминаются, с этих тем мы и начнем. Но все оказалось не так просто. Допустим, в указателе есть каких-то терминов очень много, а в книге об этом всего лишь несколько глав, да, небольшой как бы фрагмент текста, просто это слово часто употребляется. И поэтому количественно этого много,
но как бы по содержанию, по смыслу, да, смыслового, сущностного этого мало. Поэтому мы разберемся в следующем выпуске, о чем на самом деле книга Брихат Самхита. И теперь, как обычно, завершаю своей своим напоминанием. Вот, пишите на mail, с предложениями, по темам, вопросам, да, терминам, понятиям, которые вас интересуют из книги Брихат Самхита, и мы будем их разбирать в первую очередь, независимо от того, что это, там частое, нечастое, важное, менее приоритетное и так далее. Передаю просьбу своих помощников, напишите комментарий к этому видео и поделитесь им с тем, кто его оценит и поймет. На этом на сегодня все. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели YouTube канал Видоврата.